Противоударный смартфон, который оснащен встроенным тепловизором, имеет сенсор ночного видения, 108-мегапиксельный основной сенсор, приятный внешний дизайн, прочный корпус, защиты стандарта IP68, IP69K и MIL STD810H, аккумулятор на 10 тысяч мАч, и это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к противоударному смартфону 3i F150 Raptor. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, сейчас я вам расскажу. И рассказать есть о чем. Полетели. Распаковка. Поставляется смартфон в коробке из плотного картона. Выглядит упаковка презентабельно. На ней есть название модели, а также краткие характеристики. Пакинг хороший, все упаковано надежно. В комплекте мы имеем краткое руководство пользователя, блок питания на 65 Вт с разъемом Type-C, далее есть плетеный кабель для зарядки с Type-C на Type-C, сам противоударный смартфон с наклеенной защитной пленкой, дополнительное защитное стекло и ключ для извлечения гибридного слота для 2 нано-сим-карт или 1 нано-сим-карты и 1 карты памяти до 2 терабайт. Комплект отличный, за что плюс. Габариты устройства 178 на 82 на 17,5 мм, а вес 367 граммов. Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band 7 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Не забудьте, кстати, подписаться на телеграм-канал скидок. На Али сейчас распродажа, и там много всего веселого. Телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Все полезно. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к защищенному смартфону. Полетели. Приобрести данную модель можно только в единственной расцветке. Внешне смартфон выглядит интересно и не как все остальные противоударные смартфоны. Я бы не сказал, что мне такой дизайн сильно зашел, но с другой стороны смартфон для противоударного довольно легкий и тонкий. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, титана, полиуретанового эластомера и металла. Логично, что титана там по минимуму, но зато можно сказать, у меня титановый смарт. Экран слегка утоплен, углы усиленные. Все по красоте. Сборка отличная, как и материалы. В руке смартфон лежит в целом удобно, из рук не выскальзывает, плюс есть еще и ушко для шнурка. На корпусе расположили разъем для зарядки USB Type-C OTG версии 2.0 без заглушки, что удобно. Кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев и качели регулировки громкости. Кнопки хорошо оформлены и не имеют люфт. Также мы имеем стандартно программируемую клавишу с 3 видами нажатий. В настройках ко всему можно переназначить команды для нажатий. Мини-джека нет, как и ЭК-порта, что неудивительно. Хотя мини-джек с заглушкой можно было бы и установить. Далее есть микрофоны, один основной динамик, один разговорный. Звучание здесь моно, что FL, а также качество звучания, по моему мнению, совсем плохое. Вибромотор неплохой, но не настраиваемый. Светового индикатора, к сожалению, нет. Но данная модель имеет что-то посерьезнее, а именно встроенный тепловизор, который имеет диапазон от минус 10 градусов до 550 градусов и частоту обновления 25 Гц. Что только не запихают в противоударные смарты, чтобы продать, правда? Тепловизор работает через приложение InfiRay, в нем можно настраивать дальность работы тепловизора, ставить метки, менять палитру, режимы, к примеру, IR, RGB, PIP, MIX и SPO. И не только. Как по мне, данный тепловизор работает очень даже хорошо. Реализован тепловизор в данной модели не как игрушка, а как действительно полезная функция, которая работает. Переходим к основному. Смартфон оснащен IPS-дисплеем на 6,8 дюйма с разрешением 2460 на 1080 пикселей. Рамки, как и подбородок, небольшие, меньше, чем у противоударных смартфонов, которые я обозревал. И за что плюс, так в этой модели вырез под фронтальную камеру не каплевидный. Экран поддерживает режим работы в перчатках и имеет плотность пикселей 395 ppi, что прям круто. Яркость 560 ниты для IPS это тоже круто. При прямом попадании света на экран яркости не сказал бы, что прям достаточно, но в солнечный день пользоваться смартфоном можно. Автояркость отрабатывает быстро и корректно, частота обновления экрана максимум 120 Гц. Также на выбор есть автоматический режим 60 и 90 Гц. Мультитач на борту, и экран откликается на 10 касаний без проблем. Тест на частоту дискретизации касаний смартфон проходит хорошо. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, распознавания лиц и стандартными способами. Сканер отпечатков пальцев работает отлично в целом, как и распознавание лиц. Завести один и тот же отпечаток пальца несколько раз можно, но сделать это сложно. Завести биометрические данные можно только одного лица. Процессор здесь MediaTek Helio G99 с техпроцессом 6 нанометров и 8 ядрами, максимальная частота которого 2,2 ГГц, графический процессор стандартный обвес ARM Mali G57MC2, интерфейс Android 13 версии, русский язык на борту. Вот что действительно меня удивило, так это насколько хорошо работает система. За время использования я ни разу не встретил фризов и подвисаний. С другой стороны, G99 это и уже неплохой процессор, во всяком случае, для обычной работы. Плюс еще интерфейс плавно работает. Как по мне, в данном смартфоне хорошо поставлен
постарались над оптимизацией, что удивительно. Так как недавно я обозревал смартфон от Blackview с тем же процессором, так там дела обстояли максимально плохо, о чем я вам и говорил. Далее, оперативная память LPDDR4X на 12 гигабайт, внутренняя память UFS 2.2 на 256 гигабайт, имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, поддержка 5G сетей отсутствует, что для нас неплохо, не хорошо, а для 4G есть Band 7 и 20. Связь смартфон ловит отлично, проблем с датчиком приближения не было, как и с микрофоном. Bluetooth версии 5.2, что неплохо, NFC модуль в наличии, MirPay встает, GPS-тест в городских условиях показывает точность 1,2 метра, на борту также есть различные вспомогательные функции, встроенная рация, сумка с инструментами, где можно найти измеритель шума, компас, фонарик, отвес, барометр, шагомер и так далее. FM-радио работает только с наушниками, притом напоминаю, что мини-джека нет. Емкость аккумулятора на 10 тысяч мАч, смартфон поддерживает быструю зарядку на 65 Вт, полный цикл зарядки от родного адаптера питания занимает всего 2 часа 15 минут, и поверьте мне, это немного. Как Powerbank использовать Raptor, разумеется, можно, что очевидно, но я бы советовал прикупить отдельно Powerbank, так будет дешевле для вас. PC-марки устройство выдало отличные 15 часов, тест я проводил, разумеется, на 100% яркости со 120 Гц экрана. Поедает за час просмотра видео на YouTube на максимальной яркости по Wi-Fi всего 4% смартфон, за час игры в Genshin Impact улетает 13%. Но с играми все стандартно. Для тяжелых игр не хватает мощности, но в тот же PUBG или какие-нибудь гоночки играть можно без каких-то проблем. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит стабильно, но с небольшими цифрами. 194 гипса минимально, 206 гипсов в среднем и 214 максимально. Тест я проводил на 100 потоках при 30 минутах, в Geekbench 6 в сингл-коре 731 и в мультикоре 2022. 3D Mark показал Slingshot Extreme 2558, Slingshot 3520, Wildlife Stress Test 1234, Wildlife 1221, Wildlife Extreme Stress Test 343, Wildlife Extreme 342. Вантуту выдал результат хороший для этого процессора 398 тысяч попугаев. А вот в Storage тесте результат печальный 25 334. 45-минутный стресс-тест прошел не идеально, в Antutu AI смартфон выдал 79 тысяч. Летим дальше. 3i F150 Raptor имеет защиту от влаги, пыли и всего остального IP68, IP69K и MIL STD 810H. Воды, разумеется, не боится, я его несколько раз окунал в воду, по итогу смарт функционирует в штатном режиме, только основной динамик долгое время хрипел, пока не высох. Для тестирования ударопрочности я около 2 раз его бросал на твердую поверхность. Изначально мои предположения склонялись к тому, что тыльная часть сразу же треснет, но на удивление смартфон получил минимальные повреждения в виде небольших вмятин на углах и царапин. Экран остался целым, за что плюс. Летим дальше. Основной блок камер с тыльной части состоит из 2 модулей и тройной LED вспышки. Направленного микрофона нет. Основной сенсор на 108 мегапикселей и сенсор с датчиком для ночного видения. Запись видео с основного сенсора доступна в максимальном разрешении 1080p 30 fps, фронтальный сенсор на 32 мегапикселя. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 fps. В стоке достаточно различных режимов, функций, к примеру, есть ночная съемка, про режим, портретный, 108 мегапикселей, бьюти режим, панорама и подобное. Как по мне, качество фото и видеосъемки неплохое, но не лучшее за подобную стоимость. Плюс за 108 мегапиксельный режим, так как фотографии в этом режиме получаются достойными. И, конечно же, за сенсор ночного видения. Короткие примеры вы уже увидели. Минусы. Качество видеосъемки, нет светового индикатора, нет мини-джека, качество динамика не радует, ко всему здесь нет стерео. Радио только с наушниками и слегка завышенный сценник. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Для распродажи более чем. После распродажи, мне кажется, будет очень высокая, потому что я считаю, что это первый достойный защищенный смартфон, которым можно пользоваться и не плеваться при этом. Из тех, что у меня были. Во всяком случае, из-за лагучести. Я не знаю, что с ним будет через месяц или полгода, но если его не убивать, работает он нормально сегодня. Резюмирую, ударопрочный 3i F150 Raptor, учитывая все моменты, лично мне очень понравился, так как он не выглядит как противоударные смартфоны, при этом по прочности не уступает им. Плюс за шустрое ПО, хорошую оптимизацию, качественные фотоснимки, отличное время автономной работы и, конечно же, за тепловизор и сенсор ночного видения. Всем, кто посмотрел ролик, огромное спасибо, кто подписался, двойное спасибо, а кто оставил комментарий больше 5 слов, знайте, вы все помогаете проекту. От меня девайс сюда, добра и удачи вам, дорогие друзья.